Сегодня у меня не совсем маникюрный парикмахерский инструмент. Ко мне приехало две точилки Blitz от компании TS Profil. И я хотел их показать и рассказать немножко о них. Есть версия, называется просто Blitz, и есть Blitz 360. Я расскажу на примере Blitz 360. У них есть небольшие отличия. Эта модель чуть более бюджетная. Это имеет возможность восстановления точного угла для заточки. Нужно это или нет в данной точилке, решать в принципе вам. Я думаю так, если человек опытный и он решил взять эту точилку как раз таки не для своей мастерской, а так сказать для удовольствия, то в принципе можно и ориентируясь на глаз смело затачивать углы. Я не считаю, что эта точилка является то, что нужно в мастерскую. То есть это именно для индивидуального использования. Она компактная, удобная и она эстетичная. Я отношусь к ней как к ручке Паркер. То есть можно даже на стол в кабинете поставить. Я думаю, никого равнодушным она не оставит. В сложенном виде она выглядит вот так, довольно компактно. Штанга тоже разбирается на две части. Итак, поехали. Раз. Это для направляющей. Ее можно регулировать, то есть базово, чтобы приблизительно угол более острый или более тупой. Теперь собираем саму штангу. Так, зажим у нас будет снизу, значит ее я сделаю вот так сверху. У меня уже руки в масле, потому что я тут перед этим взял масленку, которая оказалась горлышко отрезана полностью, и масло потекло. Я уже смазал штангу. Перед первым использованием обязательно сделать, так как конструкция сделана очень качественно и элементы довольно плотно. Поэтому, если хотите, чтобы легко и удобно было, немножечко масла добавить. Вроде все тот же самый профиль, а чуть-чуть другая конструкция, и уже теряешься. Итак, с этим разобрались. Теперь возьмем нож. Нож зажат. Как угол выставлять? Смотрите, здесь есть интересная штука. Базово мы можем на глаз при помощи данной регулировки выставить определенный угол. Вот мне кажется, вот где-то так сейчас будет оптимально. Фиксируем. Причем фиксирую это, когда регулировка самого угла находится где-то посередине. Но если начнете пользоваться, поймете почему. То есть получается, я на глаз думаю, ну где-то такой угол будет. Почему на глаз вот эту выставляю? Потому что если я начну ее регулировать после того, как обнулил площадку, то угол уже не получится. А так я на глаз выставил, обнулил площадку, вот 0 градусов, поставил сюда, и вижу сейчас у меня там, допустим, около 23 градусов. И так как она посередине, я мог бы как тупее угол сделать, так и острее. В данном случае хочу сделать острее. Даже чуть-чуть не хватило, можно вот тут регулировочка это убавить. Раз. Ну, допустим, 17,5. Я считаю, что для кухонного ножа более чем. В сумме будет 35 градусов. Непосредственно начинаем заточку. Немножко масла. Здесь нет парковки, здесь нет ограничителей, так как вещь компактная и рассчитана не для мастерской. На ноже есть мелкие сколы, я сейчас не буду его выводить в какой-то эталон, просто он уже немножко затупился, я покажу, какой остроты можно достичь. Так, теперь переворотный механизм как работает. Видите, вот здесь есть такой рычажок. Пружинка ослабилась. Все, поехали в следующую сторону. Да, вот чуть погрубее взять. Нож тупой, как пробка. Все зазубрено. Так, ну тогда продолжаем последующие абразивы. Я заточу нож, не буду утомлять вас видео с заточкой, так как, мне кажется, все уже миллион раз видели. Я скажу вам честно, я даже не смотрел инструкцию, которую профиль выкладывали там. Я решил так, по своим ощущениям, понравится, не понравится. Я сейчас, когда изначально настраивал, я чуть накосячил, не понял суть вот этой регулировки. Так как конструкция не больших размеров, то очень чувствительна она к ширине вашего ножа. Поэтому здесь даже подсказочка такая небольшая, в каком диапазоне лучше работать, в зависимости от ширины ножа. Ну и то, что я говорил раньше, как бы выставить вот это посередине, это действительно удобно. Я первый раз, когда начал точить, не заметил, тут даже процарапал, потому что очень низко поставил. А сейчас вот свободненько все работает. Мои впечатления. Я пользуюсь профилем уже 2 года. Использую в основном для заточки дорогих ножей. То есть
если там брать кухню или что-то подобное, то не вижу в этом смысла. По функционалу эта точилка подойдет именно для дома, для охотников, которые любят, чтобы у них были красивые ножи. Ну или если вам лень самостоятельно их затачивать, то можно обратиться, конечно, за услугами к заточникам, таким как я. То есть нет такого ощущения, что ты на китайском апексе работаешь, у которого все хлябает. Конструкция сбитая, крепкая и плотная. Единственное, что со временем, может быть, вот зажимчики сюда я добавил еще. Так со временем скажут, и парковку добавьте, и все остальное. Понижение, повышение угла. И так постепенно Блиц станет микро К03. Речный подъемник сюда потом еще. Ну, нужно понимать, что это разные заточные устройства. Я вообще раньше профилем пользовался, ну так, довольно холодно. Ну, точилка и точилка. Ну, когда Блиц увидел, я понял, что дело пахнет произведением искусства. Просто, ну, не знаю, кто-то со мной там общался, на учебу приезжал, они знают, что я любитель скупить все абразивы. И даже если они мне никогда не пригодятся, но они ведь красивые. Вот, к примеру, зачем мне цветные барайды? Они мне не нужны, но они ведь разноцветные. Кстати, вчера ездил к одному мужику интересному. Он кии бильярдные делает. Я вообще не знал, что, оказывается, в наших краях есть люди с такой редкой профессией. У него образцы дерева, я просто видел, что кто-то использует для деревянных притиров дерево эбен. Или эбен, я не знаю, как правильно. В общем, я вчера к нему зашел, я столько красивых деревяшек не видел никогда в жизни. Ну и, соответственно, он мне напилит разных бланков, попробую как-нибудь применить это в заточке. Если интересно, в Инстаграм зайдите, ссылочка снизу. Я даже такого цвета дерева никогда в жизни не видел. То есть они без окраски, без ничего, это натуральный цвет. У нас, как видите, тут зима близко, но не сильно. Кстати, еще не знаю, как это для моего YouTube канала, но многим интересно было вот столы в мастерской, с чего я делал. Но я их не сам делал, я вообще сторонник того, что каждый должен своим делом заниматься. Мужик тоже интересный. Он сейчас для моего отца мастерской столы делает. Я, наверное, к ним заеду, ролик запишу. Может, кому интересно, сами себе такие столы сделать. Но он делает все основательно. На моем столе можно прыгать. Можно, наверное, даже штангу уронить, ему ничего не будет. Ну и заканчиваем заточку ножа. Нож вытаскиваем. Так, полировальник убрал. Это несколько движений своей планшеты делаю. Почистить кромку я люблю, чтобы мягче резало. Это просто кожаный диск. Он как бы к блицу отношения не имеет. Просто мне удобно на нем. Я не захотел брать брусок с кожей. Ну, ролик все-таки, наверное, не для заточников, поэтому можно продемонстрировать. Вот так, вот так, вот так. Ну вообще. Так. Ну, в общем, колбасу порезать на охоте и отрезать себе полпальца хватит остроты точно. Вывод, что можно сказать об этой точилке? Сбитая, плотная, эстетичная, красивая, поэтому не для мастерской, но как для хобби лучше точилки я еще не видел. Подписывайтесь на мой канал. У меня, наверное, разнообразный чуть-чуть далее контент пойдет, потому что не только теперь маникюр, но и парикмахерский. Что еще хотел сказать? По промокоду в описании можно получить скидочку небольшую на данные устройства, в том числе и на другую продукцию компании Profit. Ну вот и все.